5 золотых правил изучения русского языка с Russian in Context. Второе правило. Я приветствую вас на втором уроке 5 золотых правил русского языка с Russian in Context с Иной и Ириной. Вчера мы подробно говорили о первом правиле. Как важно слушать, как важно регулярно слушать русский язык или тот язык, который вы изучаете. По возможности мы советуем делать это от 30 минут до часа каждый день. Как говорится, чем больше, тем лучше. А сегодня мы поговорим о втором из 5 золотых правил русского с Russian in Context. Воспринимая информацию, наш мозг активируется и привыкает к языку. Он привыкает к мелодии языка и учится понимать слова, а именно он учится понимать отдельные слова. Со временем наш мозг понимает смысл этих слов. Именно поэтому очень важно слушать. Второе правило, о котором сегодня пойдет речь, называется повторение – мать учения, или повторять, повторять и еще раз повторять. Конечно, можно привести очень много примеров известных спортсменов, как Лев Яшин, Ирина Родина, известного шахматиста, как Гарри Каспаров, и таких балерин, как Анна Павлова и Майя Плисецкая, которые добились огромных успехов в карьере, так как интенсивно тренировались каждый день. Они повторяли выученное каждый день, чтобы добиться незаурядных результатов и успеха. Когда я училась в университете на лингвистическом факультете, я узнала, что, чтобы запомнить слово, его нужно услышать как минимум 30 раз. Регулярное повторение остается в памяти. Как часто наши родители говорили слово «нельзя». Наверное, чаще, чем 30 раз. Слово «шоколадка» мы запомнили, думаю я, намного быстрее. Я шучу. При регулярном повторении слово сохраняется не только в нашем пассивном словарном запасе, но и имеет шанс перейти в активный словарный запас. Таким образом, мы не только понимаем новое слово, но и можем употребить его в будущем. Вчера мы говорили о том, что нужно не просто слушать, а еще и понимать то, что слушаем. То есть, если вы понимаете около 20 до 40%, то вы просто теряете время, прослушивая сложный текст на иностранном языке. Дети учат языки по-другому. Мы не будем сравнивать и дискутировать об этом. Взрослый человек должен понимать как минимум 80% из того, что он слушает, чтобы потом активировать язык или на нем говорить. Наш урок вы получаете в формате MP3 и можете прослушивать его на мобильном телефоне или на компьютере. Транскрипцию этого урока вы можете прочитать в PDF-файле. Таким образом, вы можете его не только слушать, но и иметь перед глазами. Мы все учим и запоминаем по-разному. Кому-то проще запоминать на слух, то есть услышать, а кому-то зрительно, то есть увидеть. Наилучших результатов
можно достичь, скомбинировав эти два метода. Прослушивая тексты многочисленное количество раз, вы активируете ваш мозг. Он вслушивается в речь носителя языка. Вот именно по этому принципу мы работаем с помощью наших подкастов с нашими учениками. Мы создаем наши подкасты, объясняем трудные слова и делаем к ним транскрипцию. В контексте содержания, а также новые слова повторяются многочисленное количество раз. Прослушивая наши подкасты несколько раз, вы автоматически выучите новые слова и выражения. При этом важно, чтобы вам нравилось содержание и вы его понимали. Приведу пример из личного опыта. Вы еще помните о моем наполеоновском плане выучить немецкий язык за 1 год и потом учиться в университете на этом языке. В то время я ежедневно смотрела телевизор, слушала радио, слушала детские песни и читала вслух детские книги на немецком. Подкастов тогда еще не было. Детский фильм «Русалочка», который мне очень нравился, я смотрела как минимум 15 раз. К счастью, он также нравился моей дочери. Смотря фильм с субтитрами, я с каждым разом все больше и больше понимала содержание. А после многочисленного повторения и просмотра я также могла повторять понравившиеся фразы. Самое главное, чтобы вам это нравилось, чтобы вам это было интересно. Этим же способом я учила позже другие иностранные языки, такие как французский и испанский. Моя первая книга на испанском языке называлась «Комиссар Гарсия». Это были небольшие криминальные истории, которые я слушала и читала одновременно. Я с удовольствием слушала эти истории каждый день, так как мне очень нравятся криминальные книги. И кроме этого, аудиотекст для начинающих был очень прост. Переведя все непонятные слова, я еще лучше понимала текст. Автоматически, на слух, я выучила такие слова, как расследование, преступление и наручники. Может быть, сначала нужно было научиться представляться, рассказывать что-то о себе или говорить о погоде. Я шучу. Этот способ изучения языка не только естественен, прост, но и эффективен. Ведь это же логично учиться естественным путем почти как в детстве. Я могу сказать, что мы гарантируем вам успех с этим методом. Есть одно выражение. Москва не сразу строилась. Всем и всему нужно время. Это понятно. Если вы хотите добиться успеха, нужно активно над этим работать. Магии и чудес не бывает. Просто так ничего не бывает. Или, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Я думаю, если вы прослушиваете этот урок несколько раз, вы выучите много новых и интересных выражений. Учить новый язык в возрасте непросто, но с правильной техникой и мотивацией все возможно. Вы скажете: Инна, все это понятно. Нужно часто слушать,
Желательно каждый день и повторять и еще раз повторять. Звучит супер и очень логично, но когда найти на это время? Вот именно на эту тему мы поговорим завтра. Я вам расскажу, как найти время, чтобы научиться не только понимать русский язык, но и разговаривать на нем в ближайшем будущем. Не забывайте, первое правило – слушать, слушать и еще раз слушать. Второе правило – повторение – мать учения, или повторять, повторять и еще раз повторять. Успехов вам и до завтра! Пока-пока!